Всем привет, я обладатель автомобиля УАЗ Патриот 2018 года выпуска. Музыки в нем не хватает, решил поставить усилитель и сабвуфер. Решил рассказать к вам, как я это делал. Усилитель я установил под заднее сиденье. Мне показалось, что здесь оно более удобно расположено, чем под водительским сиденьем или, допустим, в багажнике. Давайте приступим. Очень мало информации на самом деле в интернете и в ютубе. Ничего не нашел конкретного по этой теме, поэтому решил все делать сам. Что для этого нужно? Нам нужно разобрать место, где магнитофон, то есть магнитофон вытащить. Нам нужно разобрать вот это место. Ну и протягивать провода. Консоль центральную убирать не надо, то есть здесь все намного проще. По ходу действия расскажу. Начнем с магнитофона. Для этого нам нужно прикупить вот такие вот штуки. Они продаются в автомагазинах или в интернете. Подцепляем вот эту рамку и вытаскиваем. Она на защелках, делаем все аккуратно. Но вот без таких штук, если у вас таких штук нет, воспользуйтесь любой пластиковой картой, только той, которая вам не нужна. То есть берете любую пластиковую карту, ее запихиваете, ну и аккуратненько поддеваете. Ну вот я рамочку отщелкнул. Она держится вот на таких вот клипсах. То есть самое главное, вот начинайте поддевать. Сейчас покажу, как я это сделал. Вот отсюда, с этого края, аккуратненько ее отщелкните, вот эту верхнюю. И потом руками уже помогайте и отщелкните эту. Только когда будете отщелкивать, усилие старайтесь контролировать, потому что вы можете ее сильно дернуть и отломить вот это место. Оно здесь очень тоненькое, очень хрупкое. Вот. Будьте насчет этого внимательны, потому что потом такую рамку, может, и можно найти, но я думаю, она будет стоить денег, да и будет геморройно ее искать. Ну да ладно. Далее, чтобы открутить магнитофон, нам понадобится открутить вот эти вот болты. Нам нужна вот такая вот головка на 7 и ключ с трещоткой желательно. Так будет удобнее. Так, магнитофон отцепил. Здесь плотно провода, так что делайте все аккуратно. Вот он. Лучше для удобства работы убрать все штекеры. Будет так удобнее. Провода отключил. Вот так это все выглядит. Все. Теперь разбираем вот это место. Прежде чем его разобрать, вам нужно все убрать из этого кармашка, потому что вам все будет мешать. Кстати, очень удобно. Сразу при случае скажу. У нас, если знаете, от магнитофона флешка в бардачке. Поменять флешку на ходу крайне неудобно. В интернете заказал вот такой вот переходничок. Здесь сделал дырочку пером на 20 и сюда его удлинитель, этот как бы переходник вставил. То есть просто я удлинил USB выход и все, и вывел его сюда. Теперь флешку менять гораздо удобнее. Так, значит, опять же таки подцепляем с этой стороны или с этой стороны. Все делаем аккуратно. Там все на клипсах, но делайте все аккуратно. Вот. Примерно вот так. Подцепить самое главное. Оп, все. И отщелкиваем. Все, она пошла. Аккуратненько ее. Аккуратненько. С этой стороны. Оп. Пошла. Все. Аккуратненько. Одной рукой немножко неудобно. Все. Отсоединил. Теперь не торопитесь ее убирать. Здесь нужно отключить эту панель, печку и прикуриватель. Это все нужно сделать тоже аккуратно. Здесь вот штекеры с замочками. Значит, нам нужно
Так как у нас нету RCA выходов в нашем любимом магнитофоне, нужно приобрести в интернете, в Китае, может быть в автомагазине. Блин, я их запрятал далековато. Короче, RCA выходы. Сейчас они у вас появятся на экране. Вот такие выходы надо купить. Без них никак. Схему подключения я вам примерно расскажу, куда какой провод. Но схему подключения я вам тоже покажу. Вы сделаете на паузу, посмотрите. И потом, когда вы купите их, когда вы их подключили, вот они. Задний левый, задний правый. Это потом сами найдете. Подключаете к ним вот такие вот тюльпаны. Они идут для того, чтобы подключить к усилителю. Здесь мы закончили. Вот. Сразу покажу. Вот она, флешка. Это вот в бардачке был выход. Вот этот вот. Он был в бардачке. Я в него просто воткнул переходник. И он ушел вот сюда. Здесь дырочка, он на защелках. Сразу так и продается, на защелочках. Его вставляете. Теперь по входам. Вот. RCA у нас заходит вот в эту колодочку. Вот в эту колодочку. Проводочки здесь тоненькие. Вам нужно будет... Вот вы RCA выходы купите. Их надо будет разобрать. Там на фотографии видно, желтая такая клемма. Ее нужно полностью разобрать, чтобы выцепить оттуда вот эти вот провода. Делайте это крайне аккуратно, канцелярским ножом я это делал, потому что проводочки, ну, очень тоненькие провода. Вот. Схему подключения я вам опять же таки скину здесь, потому что здесь все просто. Нужно просто посидеть, посмотреть по схеме подключения. Вот. Какой, куда. И просто их сюда втыкаете. А вообще я вам сейчас для удобства скажу, чтобы вам не париться, уже по рабочей схеме будете делать. Вот она у вас будет стоять, вот это вот получается ближе к пассажиру, получается, да? Вот это у нее получается сторона вверх. Вот это. То есть где защелка, направляете вот так вот к пассажиру, то есть вот так она стоит. И вот смотрите, ее прям вытаскиваете и переворачиваете. Берете RCA ваши входы и смотрите, все белые в крайние верхние. То есть вот так, ближе к защелке все будут у вас сажаться. Два черных делаете ее в одну клемму и в середину. Она будет в средней. Вот. И у вас получается два красных, это тоже раздельные каналы. Их делаете в два нижних. Вот так получается. То есть вы занимаете всего 5 клемм. То есть два красных в два нижних. Это получается. Черные оба в серединку. И белые в два верхних. Вот так. Далее идет у вас подключение на от усилителя, чтобы он включился. Я пробовал всяко, но в интернете один умный человек подсказал, что нужно втыкать вот в эту. Короче, ориентируйтесь, она коричневая клемма. Тоже на схеме подключения я вам покажу какая. Обведу прям. Вот. Вам нужно найти вот где изолента белая. Второй получается. Синий провод, короче. И синий провод ваш нужно соединить с проводом от усилителя. Вот. Я их соединил вместе. Он может быть, провод от усилителя, идти как питание. Ремоут называется. Он может идти синий, сиреневый или голубой. Вот он. Он идет у вас к усилителю, к питанию. Это я тоже покажу в последующем. Короче, с магнитофоном более-менее разобрались. Но здесь я, если честно, сидел очень долго в этом месте. Думал, как что подключать. Но на самом деле это у вас должно быть в последнюю очередь. Сперва нужно вообще проложить все провода кинуть. Сейчас буду рассказывать, как я что кидал, куда я подключал какой провод. Когда будете магнитофон назад закручивать, самое главное
сильно не тяните, а то будет вот так вот. Здесь не видно, может, но у меня здесь, сейчас включу, вот так. У меня здесь треснуло ушко одно, потому что начал тянуть сильно до дури. До дури не тяните, до усилия, и все. Потом убираем, где ручка КПП, вот эту штучку, тоже она отщелкивается вся на клипсах. Делаем вот здесь ножичком небольшую прорезь. Это для провода RCA, который идет к усилителю. Вот. И здесь же идет провод Remote. И все. И здесь тоже, вот видите, я дырку сделал, чтобы провод ложился, потому что иначе, ну, никак. Ножичком аккуратно делаете. И все. И прокладываете его дальше. Итак, дальше провод RCA и ремоута для усилителя идут по центральной консоли. Чтобы все не разбирать, этот ящик у нас благополучно вот так легко вынимается. И вот они здесь. Вот они здесь. Вот он провод RCA. Вот он ремоут. Суем его. Там находим, короче, промежуток. И вытаскиваем их. Вот в этом промежутке. Вот здесь. Вот они. Это питание идет сюда. Вот здесь у меня выходит плюс. И подключил я его вот сюда, к плюсовой клемме, вот к этой вот, к этому болтику. Все. Желательно начинать заводить вообще плюсовой провод именно отсюда, именно вот через вот эту дырку, и потом там в салоне вылавливаете. Так будет удобнее, поверьте мне. Из салона сюда нереально вытащить, просто неудобно, а отсюда туда гораздо удобнее. Так что начинайте отсюда. Заводите питающий провод здесь, выходит у вас, заводите его вот за вот это место под низом, оно вполне нормально заходит. Здесь вот оно у вас выйдет, и туда дальше по тоннелю. Здесь я сделал в ковролине дыру. В ковролине дыру их сюда завел, и идут они под ногами у людей. Вот здесь под ногами они не чувствуются, нормально все. Здесь откручиваем вот это место, пластик вот этот и вот этот. Когда вы вот это вот демонтировали место, заводите ремоут сюда, питание тоже сюда, ну и RCA выход. Подключаете все к усилителю. RCA выходы в свои законные места. Вот сюда. Усилитель настраиваете, как вам нравится. Но это потом, когда включите. Здесь больше ничего не надо. Массу я подключил к креплению сидения. Вот сюда. Сейчас еще сюда налеплю вот такой же ковролин. Купите, он на клею. Очень удобно. Сиденье не будет шкрябать об изоленту. Ну и все. Здесь подключаем питание. Туда, куда нужно подключить питание. Минус массу. Ремоут. И сабвуфер делаем мостом. То есть вот так. Вот так. Ну и в принципе все. Сейчас покажу, как подключить сабвуфер. А сабвуфер на самом деле подключается очень просто. Плюс идет к плюсу, минус к минусу. И все.
У меня здесь просто еще подсветка, поэтому проводов немножко побольше. А так у вас должно быть вот плюс и минус. Все. Так вот. В принципе, все просто. Единственное, долго и заморочиться приходится. А так, все просто. Так что всем удачи в этом нелегком деле. И всем пока. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамера.